Алиса, стоп. Добрый вечер. Я вас приветствую, тех, кто меня видит и слышит. Как обычно, 6 часов по Москве мы с вами встречаемся, чтобы обсудить вопросы программирования, архитектуры, менеджмента и философии жизни программиста. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я сам программист, немного менеджер, немного даже инвестор в прошлом и настоящем. Меня можно спрашивать обо всем, что касается IT и программирования. Буду делиться опытом. И начнем с первого вопроса. Меня спрашивают топ-5 паттернов проектирования сегодня. Я думаю, декоратор, адаптер, синглтон, MVC и ORM. Это то, на чем мы стоим. Не все из них мне нравятся, но я бы такие 5 выделил из популярных. Дальше. Если бы у тебя была машина времени, спрашивает меня зритель, какое историческое событие в прошлом ты бы хотел увидеть вживую и почему? Да, интересный вопрос. Наверное, хотел бы увидеть, как биткоин изобретался. Кто это делал и как это происходило. Мне очень интересно. Дальше. Как вы публикуете книги на Amazon из России? Вы тоже можете публиковать из России, только вам нужен банковский счет американский. У меня такой счет остался с тех времен, когда я жил в Америке, поэтому для меня это не проблема. Сейчас, видимо, это не так просто сделать, открыть такой счет. Вам нужно найти кого-то в Америке, у кого есть счет, он откроет на себя аккаунт в Amazon, и вы сможете публиковать книги, находясь в любой точке мира. Хотя, по-моему, Amazon отправляет даже деньги на иностранные счета за границу. Я не уверен. Попытайтесь узнать. Но я работаю по тем же формулам, которые были, когда я жил в Америке. Я свою первую книгу опубликовал, когда жил там. Поэтому все осталось. Дальше. Есть крупная компания, в которой хаос, новый домен, но больше платят, чем в компании 2, где знакомая область, порядок и процессы. Что бы вы выбрали? Хаос, деньги или порядок плюс процессы? Смотря какие деньги. Если много денег, я бы выбрал деньги. И получал бы удовольствие от хаоса, потому что я бы в мутной воде с удовольствием ловил бы рыбку, ничего бы не делал, занимался своими делами и получал бы большие деньги. Не вижу в этом проблемы. Хаос — это всегда в менеджменте выгодная ситуация для тех, кто знает, чем заняться. Очень часто в коллективах и компаниях я вижу людей, которые выпрашивают задачи, которые ждут, когда им скажут, что нужно делать. Не будьте такими. Не просите задачи у менеджмента. Делайте сами, что вы считаете нужным. А менеджмент должен вас найти, разобраться в ваших талантах и заставить вас делать то, что нужно менеджменту. Но не наоборот. Так что выбирайте, конечно, хаос. И порядок и процессы означают, что вы будете дисциплинированным рабом. Вы будете делать то, что нужно им. И у них настроена система на то, чтобы вас заставлять это делать эффективно. Это означает порядок и процессы. Если бы я был руководителем компании, я бы настраивал процессы и порядок таким образом, чтобы каждый сотрудник работал на меня каждую минуту своего времени. Вам это надо? Вы хотите, чтобы вы так работали? Ну, если вам адекватно платят, и если у вас есть интерес в том проекте, которым вы занимаетесь, то да, это будет супер. Но в большинстве случаев нет. В большинстве случаев порядок и процессы играют против вас, а хаос играет за вас. Дальше. Важны ли хард-скиллы для успешной карьеры в IT? Или важнее красиво говорить и уметь обманывать менеджеров и клиентов? Да, важнее уметь обманывать менеджеров и клиентов. Хард-скиллы вас будут тащить вниз. Они будут тормозить вашу карьеру. Вы будете всегда рабочей лошадью. Вы всегда будете в самом низу пищевой цепочки. На вас будут ездить. Хотите вы этого или нет. Вы, может быть, будете получать больше удовольствия от своей жизни. Вы будете
радоваться тому, кем вы являетесь. Вы будете заниматься любимым делом. Вы будете знать, что вы делаете. Вы будете чувствовать себя специалистом, экспертом. Это все правда. Но карьера ваша будет стоять на месте. Для того, чтобы она росла, вы должны быть полезны. Вы должны, точнее никак, вы должны быть, да, нужным и полезным, но максимально быстро находить тех, кто будет работать на вас. И дальше на их головы взбираться и идти вверх. Так что хард-скиллы, они вас только тормозят. Так, дальше. Как относитесь к 4-дневной рабочей неделе? Привилегия богатых стран или реальная оптимизация рабочего времени? Ну, думаю, что это, тут двояко, можно сказать. Как я отношусь лично для себя, да, я бы вообще, точнее не так. Я работаю 6 дней в неделю. Я не понимаю, как можно работать 5 дней. И как можно работать 4, для меня это совершенно непонятно. Что я буду делать остальные 3 дня? По музеям ходить? Так я вроде бы не на пенсии еще пока. В парке сидеть, голубей кормить? Как будто бы рановато, да? Это вот когда тебе уже ближе к 90, тогда ты этим занимаешься. И то, если у тебя есть силы, то зачем этим заниматься, если есть работа, есть дело, и тебе это нравится? Поэтому 4-дневная рабочая неделя, но для большинства, для масс, наверное, это неплохо. Давать людям возможность отдыхать побольше, работать поменьше. И, видимо, мы к этому придем. Но для ядра общества, для людей, которые, как это говорится, пассионарии, которым хочется жить, трудиться и приносить пользу людям, конечно, это странно делать меньше рабочих дней, а не больше. Можно улучшать условия труда, да. Можно повышать эффективность каждого часа на работе, это да. Можно уменьшать количество бестолковых митингов и сокращать число начальников, это замечательно. Можно снижать количество налогов, это да. Вводить роботизацию, да. Но убирать людей из рабочего процесса, к чему это ведет? К снижению заинтересованности в жизни в целом. Даже не в работе, а в жизни в целом. Человек становится аморфный, апатичный, появляется депрессия, появляется безразличие. Вот что делает из людей отсутствие труда. Ежедневного, созидательного труда. Дальше. Как относишься к китайской системе труда 996? Работа с 9 до 9, 6 дней в неделю. Может ли повысить производительность труда такая система у нас в стране? В Huawei такое существует? В Huawei не существует 996. Все-таки 2 выходных дня в Huawei. Хотя 1 день в неделю, 1 день в месяц, 1 суббота в месяц рабочий день в Huawei. Но за этот рабочий день люди получают зарплату, причем в двойном размере, как за овертайм. То есть соскочить нельзя, в субботу выйти нужно, но денег получишь дополнительно за этот день. Такая система. Как я отношусь к работе 9-9? В Huawei, да, люди работают с утра и до... не до 6, это точно. В 6 часов не уходят из офиса, как у нас это бывает, и в 7 часов не уходят, и в 8 даже не уходят. К 9, да, офис пустеет. Опять же, этот вопрос с предыдущим склеивается. Я считаю, что чем больше может человек работать, тем лучше, и тем для него, и тем лучше для общества в целом. Труд – это и есть основа жизни. Из него состоит жизнь. Все остальное вторично, все остальное вокруг. Поел, поспал, позанимался спортом, поехал на лыжах, покатался. Все это второстепенные активности, которые вплетаются в основную. Для того, чтобы ей помогать. Вы не сможете работать подряд, 100 дней, не останавливаясь. Вам нужны выходные. Вы износите себя, и тогда уже труд перестанет вам быть в радость. Выходные нужны, но не ради выходных мы работаем. И живем не ради выходных. Не ради того, чтобы на лыжах поехать покататься. И несчастен тот человек, который живет и работает ради того, чтобы поехать в отпуск. Для которого отпуск – это самые приятные дни в году. Для которого выходные – это самые счастливые дни. Жалок тот человек. Его жалко, его жаль, его жизнь. Он ущербен. И, может быть, не он в этом виноват.
обстоятельства так сложились, его так воспитали, но это судьба такая незавидная совершенно. Не стремитесь к этому. Если у вас если у вас так, то значит что-то не так с работой, которой вы занимаетесь. Значит, у вас не созидательный труд. Значит, вам не интересно то, что вы делаете. Поменяйте деятельность, займитесь другим проектом, поменяйте компанию. Но как только вы начинаете мечтать о выходных, все, ваша жизнь катится под откос. Вы сами себе не нужны и не интересны. Дальше. Введут ли безусловный базовый доход? Ну, я думаю, что что-то такое будет. К этому потихоньку мы будем идти. Уже есть базовый доход, и он много лет существует. Та же пенсия. Это безусловный базовый доход. Человек его получает, начиная с определенного возраста. И никого не удивляет этот факт. Будет что-то подобное и для просто обычных взрослых людей. Пособие по безработице есть. Тоже никого не удивляет, что существует такая социальная мера. Все это будет. Думаю, что к этому идем. В каком состоянии находится проект, относящийся к системе EOLAN Creo? Интересно, как он работает. Ну, технический вопрос вы задаете. Я с удовольствием расскажу, только напишите тикет внутри проекта. Заходите в проект, допустим, вы встречаете проект, который вы не понимаете. Вы видите на GitHub репозиторий, с которым вы не знакомы, но вам очень хочется разобраться, что там, а документации, которую вы нашли, не хватает. Что вы делаете? Вы находите автора проекта и пишете ему имейл. Нет, вы так не делаете. Вы попадаете в бэклог этого проекта, находите систему регистрации тикетов и пишете там запрос. Формулируйте следующим образом. Я нашел ваш проект, но не могу понять, а дальше по контексту. Что он делает, не могу понять, как он устроен, не могу понять его статус, не могу понять, зачем он, не могу собрать тесты. То есть вы должны возмутиться текущей ситуацией, и команда ответит вам исправлением продукта. От этого выиграют все. Вы получите информацию ценную, продукт получит дополнительную документацию, дополнительные скрипты, описания, которые помогут не только вам, но и всем в будущем, кто с этим проектом будет сталкиваться. Вот так действуйте. А не ищите того, кто этот проект создавал, например, меня, и задавайте мне лично вопрос. Я, может быть, не помню чего-то, я не смогу ответить адекватно. А когда вы сформулируете вопрос четко в виде тикета, я вам отвечу, и вы еще и заработаете себе поинты, а может быть даже деньги, если проект платит за репорты ошибок, за баг-репорты. Дальше. Как научиться не брать на себя лишнее и сохранять энергию для своих целей? У автора вопроса есть Pet Project. Итог такой, что на работе воду возят на мне, так еще и Pet Project'ом выматываюсь. Мне кажется, вы задавали подобный вопрос в прошлый раз. Что-то такое было насчет выматывания Pet Project'ом. Я вам тогда сказал, что это не выглядит как проблема. Вообще нагрузка излишняя не может быть проблемой, если за нее есть справедливая, честная обратная связь. Если вы получаете деньги, поощрения, какие-то бонусы за то, что вы делаете, тогда вам никогда не будет работа в тягость. Работа тогда изнуряет, тогда изматывает, когда она не поощряется, когда за нее нет честной оплаты. Значит, у вас ее нет, вам на работе не доплачивают, как вам кажется. И Pet Project вам не приносит результата, который вы бы хотели. Разберитесь с этим в первую очередь, потом уже с нагрузкой. Не жалейте себя, иными словами. Не надо ныть насчет того, что вы перегружены. Это самое дешевое, самое простое чувство – пожалеть себя. Не нужно его включать. Посмотрите на ситуацию целиком и сделайте так, чтобы в вашу пользу развернулась она. Но не жалейте. Не испытывайте жалости к себе. Это самое дешевое, самое примитивное чувство, которое легче всего выбить из самого себя. На это все способны. Каждый гораст себя жалеть, слезы лить. Это очень легко. Кого-то другого пожалейте, да, но не себя.
Дальше. Как тебе книга «Мастер и Маргарита?» спрашивают меня. Дальше. Как по мне, грехи описанных людей притянуты за уши или вовсе ими не являются. А сюжетная линия Маргариты – полный разврат и аморальность. Ну, я когда-то в детстве писал в школе сочинение по этой книге и написал, что единственный персонаж во всей книге, который мне понравился и который заслуживает уважения и внимания, это Понтий Пилат. Все остальные ведут себя как слабые существа, непоследовательные, слабые, и ничего путного из них, не то что из них не выйдет, но ничего вынести из их поведения для нас не получается. Мастер – безвольная тряпка. Маргарита, ну, сами понимаете, как сейчас говорят, с комплексом спасителя или спасателя, в созависимых отношениях находящаяся женщина. Воланд, непонятно чего добивающийся и в итоге никакого результата не получивший от всей своей деятельности. Все эти клоуны, которые его окружали, ну, они смешные, да, как сказать, если говорить о сатирической части произведения, то да, они свою роль неплохо сыграли, и сатиры достаточно. Иисус, этот Иешуа, который тоже совершенно непонятно, какую мысль он пытался донести своим абсолютно безвольным и бесцельным поведением, которое ни к чему не привело, никого никуда не привело и никаких конструктивных действий не совершило. Единственный, кто интересен, это Понтий Пилат, который имел власть и имел возможность ею распорядиться и наблюдал за тем, что происходит. Наблюдал, оценивал, но фактически не действовал. И его наблюдение, его оценка ситуации, она, ну, мне, по крайней мере, интересна как тоже наблюдателя за происходящим и наблюдателя вообще за жизнью людей и их страстей. Вот так. Я так эту книгу вижу. Мне больше всего нравился только один персонаж. Остальные, как клоуны, были всегда сопровождением вот этой основной линии. Показалось мне, что она главная. Линия Понтия Пилата. Так. Дальше. Как вы относитесь к беттингу, гэмблингу, геймингу, порнопродуктам? Кто-то же их проектирует. Дальше пишет автор. Я проработал 1,5 года в ставках на киберспорт и в мобильной разработке, но скрываю это в резюме. Ну, правильно делаете, что скрываете. Когда ко мне кто-то приходит с резюме, заполненным таким эмплойментом, то я очень с подозрением отношусь к таким кандидатам. Плохо отношусь ко всем этим видам деятельности. Это просто временно незапрещенный криминал. Это бандиты, которые пока не в тюрьме, которым пока можно. Как когда-то был разрешен кокаин и героин, никто за него в тюрьму не сажал, и можно было свободно продавать. Потом законодательные органы сообразили, что нужно какую-то деятельность тормозить и запрещать. Также гэмблинг, беттинг, это все, что... Также трейдинг туда же отнесите, торговля акциями, торговля фьючерсами, торговля криптой. Это все бандитизм, это все грабеж среди бела дня. Туда же можно отнести, в принципе, банковскую деятельность. Это уже если дальше пойти до коммунизма доходить. Это тоже бандиты, только в белых костюмах, в белых рубашках. Плохо. То, чем они занимаются, это отвратительно. Они, используя слабости людей, их окружающих, зарабатывают себе деньги. Ну, как, я не знаю, если бы жил у вас в семье инвалид. Вот вы, у вас, не дай бог, родственник инвалид. Ставит хозяйка на стол всем борщ, а вы у него забираете из тарелки, пока никто не видит, и съедаете. А он сидит без борща. Класс. И вы празднуете это событие, вам нравится, вы, классно поступили, да, он пока там ложку, у него, например, ДЦП, он пока ложку поднесет к этой тарелке, вы уже раз, и все у него съели. Супер. Вы толстый, упитанный, едите за двоих, а он не доедает. И потом вы в резюме пишете: я ел борщ моего брата с ДЦП, и поэтому такой сильный и крупный. Вот
встречаетесь с девушкой на свидании, она спрашивает, вы такой вот упитанный, вы, наверное, хорошо питаетесь, и вы говорите, да, я у брата забираю, у него ДЦП, я прям каждый ужин, его тарелка у меня. И она смотрит на вас, девушка. Вы будете это рассказывать? Вы будете прятать этот факт, да? Или вы вообще этим заниматься не будете? То же самое делают гэмблинг, те, кто организует ставки, беттинг. Это просто игра на больных людях. Люди нездоровые, люди делают ставки в надежде выиграть. Люди вместо того, чтобы трудиться, работать, они идут и ставят свои деньги, надеясь на чудо. Но чудо не случается в большинстве случаев. И эти лудоманы прожигают свою жизнь, не приносят пользу обществу, разрушают свои семьи. Класс. А вы на них зарабатываете себе на квартиру. Ну, пока это можно, пока мы вас не посадили, пока вы не в тюрьме, пока это легально в большинстве стран. Ну, хорошо, но мы-то понимаем, что вы делаете. И никакого уважения к этим людям я не испытываю, наоборот. Дальше. Хочется спросить, какой бы вопрос вы задали президенту Путину, оказавшись с ним тет-а-тет? У меня есть статья на блоге, на моем, которую я написал еще когда жил в Украине. И она называется «Что бы я спросил у Путина?» Вполне себе ответ на ваш вопрос. И там я рассказываю, какой меня вопрос волновал. Это был 16-й или 17-й год. То есть, лет 9 или 8 назад. Это еще до всех событий. Я там спрашиваю, так бы я спросил, вы как президент столько лет на этом посту, это президент, вы фактически менеджер. Вы руководитель целого большого государства. Как вам кажется, вы хорошо справляетесь или нет? Вот я бы такой вопрос задал. И по каким метрикам, по каким меркам вы оцениваете свой успех? Я бы тот же самый вопрос задал бы своему начальству, если честно, была бы возможность. Я бы встретился и спросил, если бы мне было можно задать вопрос начальству, я бы спросил, как вы оцениваете свою работу и чем вы измеряете это? Покажите мне эти метрики. Мне интересно узнать, как вы сами себя, свой успех оцениваете. Такое ощущение, что какие-то не всегда те метрики используются для оценки работы и менеджмента, и политиков, и управляющих государством. Хотелось бы эти метрики видеть. И там у меня на блоге, если поищите, там приведены метрики, касающиеся России, в те годы. Сейчас ситуация, мне кажется, улучшилась. Но в те годы метрики были крайне не впечатляющие. Типа детская смертность, уровень жизни, уровень доходов, уровень чего-то еще и много разных характеристик, показателей, по которым все было не так хорошо, как хотелось бы. И вот вопрос, как же так? Почему? Если вы видите эти метрики, то нужно, наверное, говорить об этом и говорить, ребята, я не справляюсь или мне сложно, не получается, мы стараемся, но вот по этим показателям никак мы не вырвемся. Это в те годы. Может быть, сейчас ситуация, и мне так кажется, ситуация лучше стала. Глядя на то, что я вижу вокруг, кажется, что лучше. Можно те же открыть метрики, которые в блоге, и посмотреть, что сейчас. Дальше. Пишу стартап в соло, задает вопрос человек, и стал забывать свой же код. Заново вникаю в логику часами. Скоро будут помогать 2 единомышленника. Переживаю, что скоро перестану все понимать. Некоторые сервисы. Как быть? Как быть? Это хорошо, что вы смотрите туда все-таки и пытаетесь вникнуть. Нужно делать аудит программного кода. Нужно периодически перетряхивать его сторонним взглядом, приглашать внешних программистов, экспертов, которые смогут заглянуть в то, что вы пишете, и дать вам критику. Код должен жить. Код должен постоянно быть в активной фазе. Если у вас код лежит, и он работает, и вы его не трогаете, и думаете, что он стабилен и работоспособен, вы ожидаете проблему. Она так или иначе случится, вопрос, когда и какого размера она будет. Вы должны постоянно с кодом взаимодействовать. Какие-то добавлять туда чекеры, какие-то юнит-тесты добавлять, какие-то удалять. То есть
должна быть жизнь. Если к вам придут два единомышленника, то вот отправьте их на ваш legacy код и предложите им вносить туда изменения. Но изменения должны обязательно вноситься в формате pull реквестов, merge реквестов, в формате изменений, которые проходят ревью и проходят проверку. То есть взять код, который был ваш, и в котором вы все знаете, и отдать его другому, и сделать так, чтобы теперь он там все знал, это просто повторить ошибку. Вы не должны знать, как работает код. Вы должны вокруг кода и внутри кода иметь достаточно метаинформации о том, как он работает. Либо он сам должен быть метаинформацией, но это уже высший пилотаж, когда код настолько хорошо написан, что его быстро можно прочитать и быстро понять, что он делает. Большинство программных продуктов так не написано. Программисты так не умеют писать. Это целое искусство. Но так должно быть. Но если у вас не так, то должна быть метаинформация вокруг. Документация, readme-файлы, системы сборки, которые рассказывают, что здесь как. Добавляйте это. Добавляйте это в код и, отдавая другим людям, тоже требуйте, чтобы они работали с кодом, держа в голове главную мысль. Мы не хотим знать, как он работает. Мы не хотим стать экспертами в этом коде. Мы не хотим быть хозяевами или владельцами кода. Мы хотим, чтобы код знал о себе все. Такая мысль, она, может быть, я не могу ее до конца раскрыть за короткое время, но послушайте мои лекции на YouTube, где я студентам это рассказываю, но дольше значительно и с большими подробностями. Так, идем дальше. Начал писать веб-приложение на Takes. Takes — это фреймворк на Java, который мы уже лет 8 разрабатываем. Но не знаю, как начать, пишет зритель. Парадигма крайне непривычная, а примеров мало. Как вклиниться? Снова тот же вопрос. Вы пришли в репозиторий, вы пытаетесь его использовать, примеров мало, вы не знаете, что делать дальше. Что делать дальше? Заходите в бэклог репозитория и пишите туда баг-репорт. Пишите: мало примеров, я пытаюсь сделать вот это, не получается. Почему не получается? Потому что у вас в репозитории проблема. Вы пытаетесь себя обвинить в ситуации. Вы такой неграмотный, вы открыли новый фреймворк, вы не понимаете, это у вас какая-то в голове проблема, вы неграмотный программист. Так вы мыслите. Нет, это мы не доработали. Мы не сделали так фреймворк, чтобы вы его открыли, и там было достаточно примеров. Обвините нас в этом, только в конструктивной форме. Сделайте нам репорт об этом. Скажите, чего не хватает. Мы ответим на ваш репорт созданием документации. Дальше. Оливье или селедка под шубой? Что-то одно. Оливье однозначно. Дальше. В этот понедельник у AWS произошел серьезный технический сбой. Как вы считаете, как можно избегать подобных ситуаций? Мы 2 дня назад в офисе обсуждали эту историю. Я просто поделюсь своими переживаниями. Я не знаю, что вам ответить, но я представляю себе компанию типа AWS или Яндекс. Я начал с Яндекса, когда мы в офисе обсуждали. Я говорю, я пользуюсь Яндекс Маркет. Покупаю там всякий, что-то покупаю. 3 дня назад я купил что-то, нажал, доставка курьером. Курьер должен был приехать через 20 минут. Хорошо. Звонит мне Яндекс.Маркет и говорит: курьер куда-то потерялся, значит, мы тут сейчас поправим, перезакажете. Я говорю: хорошо. Заказ там отменен, я нажимаю перезаказать, открывается окно с каким-то непонятным текстом, мы там чего-то, куда-то, нажмите еще раз. Нажимаю опять, мы не знаем, нажмите еще. И, в общем, зависло это приложение. Нажимаю одно и то же, она повторяет мне одно и то же сообщение. Я плюнул на это и на следующий день зашел туда же, уже все работало. Сидит огромная компания, то ли Яндекс, то ли AWS, одно и то же. Вот если бы я был руководителем их технического отдела, у меня было бы в подчинении, не знаю, 100 человек или 500 человек, техников. Я бы половину из них разделил бы пополам, так бы я действовал. Разделил бы эту группу на 2 большие половины. Просто на 2 половины. И одна половина бы занималась фичами, новыми функциональностями. Я бы вообще с ними не общался. Вот честно говорю. Со второй половиной я бы занимался только тестированием. Я бы
постоянно от них требовал дополнительных тестов, создания новых систем контроля, автоматизированных тестов, каких-то SOC-тестов, перформанс-тестов, всех возможных систем тестирования, которые только можно изобрести. У меня в руках сотни человек или сотни человек. Представляете, какую мощную систему тестирования этого несложного приложения Яндекс.Маркет. Сколько там у него функций? Там 3 кнопки. Нажал, выбрал, добавил в корзину, заплатил. Это функционал, который, сами понимаете, он не такой, как тот же AWS. 100 человек. И занимаются этим уже долго. У меня в руках бюджеты, у меня в руках сервера, у меня в руках возможности. Насколько можно сделать сложную и тщательную систему тестирования, которая будет проверять все возможные кейсы? И почему этого не происходит? Как может быть так, чтобы у приложения такого уровня, или как AWS, случались такого масштаба провалы? Я не понимаю. Ладно, мы тут сидим, у нас, 1,5 человека, и у нас тестов, мы обложены тестами, и нам не хватает. Вот если бы мне дали сейчас дополнительный бюджет на любой мой проект, которым я занимаюсь, я бы с удовольствием потратил его в первую очередь на дополнительные тесты. На дополнительные слои тестов, на дополнительные системы, которые как-то еще по-другому тестируют. Недавно прочитал, есть такой, оказывается, SOC-тестинг. Я не знал такой термин раньше. SOC-тестинг. Это когда мы, как Википедия считает, мы запускаем наш продукт на долгое время, типа на неделю. И он должен неделю работать под нагрузкой. Не пиковой нагрузкой, не с целью его сломать за короткое время, а с целью дать ему возможность прожить целую неделю под нагрузкой и, например, не перезапуститься, не увидеть утечку памяти, не увидеть слишком много открытых файлов и так далее. Тоже еще один способ тестирования. Его бы внедрил. Для этого поставил бы отдельный сервер, развернул бы дополнительно весь Яндекс.Маркет или AWS на целой отдельной системе, полностью копирующей продакшн. И там бы тестировал. Я бы на это тратил 90% своих усилий. А 10% на фичер-команду. Команда, которая делает фичи. Они их и так сделают. Они никуда не денутся. На них будет давить маркетинг, продакт, на них будут давить бизнес-люди, приходить, требовать дополнительных фич. И черт с ними, пускай занимаются. Все это умеют делать. Я бы вызывал там руководителя этого подразделения раз в неделю и на полчаса и спрашивал, нормально все у вас? Много фич сделали? Много. Все вами довольны, все. И до свидания, идите программируйте. А вот тестировщики, с ними я бы проводил все время, которое у меня было бы. Такой мой взгляд на ситуацию с AWS. Дальше. Что вы думаете о языке программирования Eiffel? И как сильно он близок к принципам EO? Используете ли синтакс highlight или это неоправданное увеличение когнитивной нагрузки? Так, про синтакс highlight, я так понимаю, это какой-то второй вопрос. Да, используем, конечно, синтакс highlight, но не перегружаем себя цветами. Я сторонник мягких палитр и мягких тем. Про Eiffel скажу, я не программировал на нем так уж активно, написал пару коротких программ когда-то. Думаю, что он в чем-то близок нам, да. Но он фундаментально, принципиально все равно ближе к традиционным языкам, типа Java, типа C++, типа... У него, я так понимаю, если я правильно знаю, то у него тоже мутабельные переменные, можно присвоить x сначала 5, потом 6. У него тоже есть классы и тоже есть из классов инстансы. Опять же, если не ошибаюсь. То есть он ту же концепцию, которая из Симулы, я так понимаю, они все стартовали языки. Мы все-таки по-другому. Мы больше как сейчас уже мы понимаем, больше из функциональной парадигмы пришли к EOLang. Мы взяли ООП-шную традицию и срезали от нее 90%, удалили.
оставили 10. И дальше к этим 10 прибавили еще 30 функционального программирования. Получился такой какой-то гибрид, которого вроде бы нет нигде больше. И нам очень интересно наблюдать за его развитием и видеть то, к чему нас это приводит. Мы не знаем, к чему нас приведет такая парадигма. И не знаем, в какую в итоге мы выйдем даже виртуальную машину или способы запуска наших программ, какие они будут. Кажется нам, что мы открываем дверь куда-то, куда еще никто не ходил. Может быть, мы там ничего не найдем за этой дверью. Может быть, там не будет интересных результатов. Но открыть ее интересно. Посмотреть. Если вы хотите, присоединяйтесь к нам. Приходите в наш репозиторий. Задач очень много. Подключитесь. Может быть, вас затянет и понравится. И вы будете одним из тех, кто поможет нам создать нашу виртуальную машину, которая работает по другим принципам, отличным от традиционных виртуальных машин, объектно-ориентированных. Дальше. Пробовали ли вы редактор кода Z? Да, попробовал. Я не сильно понял, чем он отличается от Sublime. Я понял, что он вроде бы как посвежее и, наверное, пошустрее, может быть, и бесплатный, но не перешел на него. Это нужно какое-то время потратить, настроить его под себя. Я не увидел резкого отличия от Sublime текста и остался на Sublime. Это было 2 недели назад. Я даже твит написал на эту тему и не перешел. Дальше. Можно ли использовать Spring для веб-приложений и не плеваться от хаоса, который впоследствии получается с увеличением объемов проекта? Не знаю, я не эксперт по Spring, я пытался несколько раз его использовать, у меня плохо получалось, я именно плевался от того, как он устроен и как он сделан. Думаю, что нет. Попробуйте наш Takes. Но, что я вам говорю, если вам сказали использовать Spring, то вы, видимо, и будете Spring использовать, и вам тут не в вашей, наверное, власти изменить это решение. Так что ничего не могу посоветовать. К сожалению, Spring это, это конструктор для веб-приложений. И люди, которые создавали конструктор, они не были дизайнерами объектно-ориентированными. Они не были авторами книг о объектно-ориентированном дизайне и архитектуре. Они были практиками, они были программерами, которым надо, чтобы удобненько можно было сверстать приложенец и быстренько его выкатить, и оно было еще и как-то похоже на то, которое мы вчера верстали. Не сильно отличалось, потому что мы будем копипастить, скорее всего, и заново сочинять дизайн не хочется. Хочется, чтобы мы как будто бы в Java находились, но принципы у нас были как в PHP и как в таких в примитивных фреймворках. Получился Spring. Потом его стали улучшать, потом его стали наворачивать всевозможными там какими-то у него адаптеры, что там у него внутри происходит, сложными конструкциями, чтобы сделать из него полноценный веб-фреймворк. Получили такую вот... Если у вас простые задачи, если ваша задача действительно сделать веб-приложение, в котором будут формочки, форма регистрации и база данных подключена, то все будет хорошо. Но когда вы пойдете дальше, когда вы сделаете свой скелет приложения, и дальше у вас возникнет вопрос. Ну, например, вы хотите, чтобы ваше веб-приложение при отдаче страницы, некоторых страниц, если они занимают более чем, например, 2 секунды, рендер их, то оно должно отдавать страницу «Sorry, я останавливаюсь и дальше рендерить не буду». Вот такой функционал. Попробуйте добавить его в Spring. И вы поймете, что может быть, вы найдете готовый плагин, который вы прямо вкрутите, и он вам будет делать то, что я сказал. Но он не будет конфигурируемый так, как вам хочется. И вы для того, чтобы сделать это по-своему, вы откроете плагин, который вы нашли, поймете, какие костыли там внутри, как он краем, боком встраивается в систему рендеринга Spring, а может быть вообще не встраивается. Я не знаю, как это в Spring работает, я знаю, как это в Sinatra работает для Ruby. Это ugly. Потому что основной пайплайн рендера страницы, он железобетонно вшит
во фреймворк. Фреймворк не построен компонентно. У него внутри спагетти-код, который умеет магическим образом рендерить страницу. То есть у него конструкция внутренняя, всей его машины, всего фреймворка, она монолитная и там спагетти-код. Она не модульная. Невозможно разложить ее на слои. Нельзя сказать, что в запрос, HTTP-запрос, сокет пролетает через вот эти 15 слоев, и каждый слой делает с ним определенные модификации. Если вам нужна еще одна модификация, 16-й слой добавляйте, заворачивайте, и вы получите больший композит. Нет, там нет никаких композитов. Это просто код из статических процедур. Одна вызывающая другую, третью, четвертую, передающая друг другу по 15 параметров. Я не видел Spring, но я говорю наугад, но уверен, что я попадаю в точку. И вы, когда попытаетесь что-то к этому приклеить, у вас не получится. Либо вы должны будете стать экспертом в Spring, и вас стошнит от того, что вы внутри увидите. Либо вы просто бросите эту задачу и скажете, у меня эта задача не решается, это слишком сложно. Или вам нужно будет сделать, например, к Spring прикрутить функционал например, вы хотите, чтобы при рендере ваших страниц вы должны получать внутрь ваших, даже не внутрь, вы должны добавлять хедеры HTTP-шные с информацией о том, с какой скоростью с какой скоростью вы обращались к базе данных во время работы этой страницы. Например, такой запрос, у нас такое бывало. Тоже вы будете какими-то костылями это крутить, искать плагины, но просто с полоборота это не случится. В Takes, в нашем фреймворке, это делается 6 строчками. Вы просто понимаете, как устроен фреймворк, из каких он состоит декораторов. У нас все на декораторах. Вы строите свой декоратор для одного из компонентов, и функционал начинает работать. Да, это немножко медленней. Где-то немножко, где-то очень медленней. Но практика показывает, что не так важна скорость сейчас уже на средних приложениях. Может быть, на high-load приложениях, да, вам нужен будет монолитный монстр, который быстро работает. Но для элегантного программирования такие конструкции, как Spring, не подходят. Так, а вот дальше вопрос как раз про Spring и элегантные объекты. Спрашивают, через какие объекты в своих веб-приложениях вы выражаете слой DAO и слой так называемых сервисов, там, где прописана основная бизнес-логика. Видите, вы мыслите так, как мыслит Spring. У вас есть DAO и у вас есть бизнес-логика. Это неправильно. Это не объектно-ориентированное проектирование. Нет никакого DAO. Есть объект, который он же является бизнес-логикой. Вы не разделяете Data Access Object и Object логики. У вас есть объект, который является сущностью вашего домена. Например, у вас есть объект самосвал, и есть объект пропускной пункт, и есть объект завод, и есть объект тонна угля. Вот такие объекты. Каким-то образом они мапят себя на систему хранения, на базу данных, на файловую систему, куда-то. Дальше вы строите объект более крупный, не более высокого уровня, а более крупный по своей композиционной сути. У вас были объекты самосвалы и были объекты уголь. А теперь у вас будет объект рабочая смена, например, который будет инкапсулировать в себя массив самосвалов и список объектов, касающихся отгрузки угля. Кто из них здесь, как вы сказали, бизнес-логика, а кто из них DAO? Нет тут никаких DAO. Нет никакой бизнес-логики. Все это бизнес-логика. А Spring вас научил. Сначала у вас есть persistence layer, потом у вас сверху есть service layer, потом у вас есть presentation layer. Это слоеная архитектура, я согласен насчет presentation layer. И то presentation layer правильнее было бы встраивать в сами объекты, только делать их объект должен уметь себя представлять
Но это представление может быть многослойным. Он умеет себя представлять, допустим, в виде JSON документа, потом следующий объект умеет его представлять, JSON умеет представлять в виде HTML документа и так далее. Такое мышление объектно-ориентированное. Но вы не перепрыгните на него. Я вам сейчас рассказываю, вы вернетесь в свою программу, у вас там DAO, у вас там объекты, которые хранятся, потом объекты, которые берут те объекты, которые хранятся, и начинают думать, что с ними делать. А те, которые хранятся, вообще не понимают, что с ними происходит. Вы не перепрыгнете из текущей архитектуры в ту, о которой я вам говорю. Но постепенно начинайте думать в сторону ухода от разделения функциональности, ухода от классификации объектов по их функционалу. Это неверно. Мы должны классифицировать объекты по их целям, по их семантике. Если это самосвал, то хранится он в базе данных. Или он хранится в файле, или он нигде не хранится. Это вторично. Первично то, что он самосвал. Это его свойство для нас главное. А как он реализован, и будет он DAO, или будет он сервисный объект, это вторично. В эту сторону смотрите. Дальше. Как думаешь, спрашивает меня Павел, чтобы дорасти до позиции архитектора, выгоднее дорасти до этой позиции, сидя 5 лет в бигтехе, либо же перейти в небольшую компанию и там все сделать с нуля? Интересный вопрос. Если вы хотите дорасти до позиции с точки зрения своих способностей и квалификации на эту позицию, то, конечно, вам нужен... думаю, что стартап вам нужен небольшой, потому что вы будете там отвечать за все и столкнетесь с самыми разными аспектами работы архитектора. В бигтехе большом 5 лет вы будете сидеть, видимо, начиная с позиции джуниора или там middle level программиста, и вам будут давать супер узкую зону ответственности. Вы не будете контактировать с продакшн-серверами, вы не будете работать с системой платежей, вы не будете заниматься безопасностью данных, вы не будете встречаться с пользователями, вы не будете встречаться с инвесторами. Архитектор должен это уметь делать. Он должен уметь разговаривать с людьми. Он должен на 360 градусов видеть всю проблематику. А вы в бигтехе своем вырастете просто в кодера за 5 лет. Но это если вы будете там сидеть и заниматься тем, что вам сказали. То вы будете просто квалифицированным кодером, который хорошо понимает вот такой узкий сегмент профессии. Но все равно я рекомендую быть в больших компаниях. Я рекомендую быть там, потому что вы там построите себе карьеру лучше, чем в стартапе. Но в стартапе вы узнаете все. Вы станете таким мастер на все руки, вы мир увидите. Но это не поможет карьере. Вы в итоге вернетесь опять никем после этого стартапа. Вы просидите в нем 5 лет, вы все узнаете, все будете уметь, с вами будет очень интересно поговорить, у вас будет широкий кругозор, и все. Вы выйдете, и опять будет вопрос карьеры. С чего начинать строить карьеру? А в бигтехе вы просидите 5 лет, вы ничего не будете знать толком в сторону от своей работы. Но вы будете уже в позиции начальника какой-то группы, вы будете уже знать людей там внутри, вы будете понимать, куда вы идете. Через 5 лет вы будете знать, какая у вас будет позиция, а через 10 лет какая еще. У вас будет бонусный план расписан на 5 лет вперед. Карьера будет лучше. Дальше. Как выбрать перспективный VPV? Я не знаю, что такое VPV. Даже не, может быть, VPN? Ну, вряд ли, VPV. Не знаю. Так, на стриме ранее ты говорил, что готов пообщаться с человеком лично, если есть конкретный вопрос. Я писал тебе в личку на прошлой неделе с таким запросом. Ты проигнорировал. Значит, вопрос был неинтересен. Ну, значит, был неинтересен, да. Либо сформулирован был безграмотно. Ну, очень часто люди приходят с вопросом, типа, я сам не знаю, о чем мой вопрос, но мы встретимся, и там обязательно что-нибудь придумаем. Давайте встретимся, давайте вот обсудим. У меня очень много идей в голове, я просто хочу поговорить. Ну, ребята, это тяжело общаться с такими людьми. Вы должны понимать, что много
людей просто сумасшедших, просто больных людей, шизофреников. Мне пишут в том числе. У каждого какая-то своя идея, фикс, у каждого свое наваждение, каждый верит в то, что он наткнулся на что-то гениальное и обязательно должен поделиться этим, и обязательно со мной. Нет у меня проблем с самомнением, я не считаю себя лучше вас, но я не могу много на это тратить времени и с каждым обсуждать. Вы все-таки должны в первом сообщении, окей, давайте не про меня, вот вы будете в перспективе, многие из вас, идти общаться с инвесторами, идти общаться с людьми с деньгами. Вам нужно научиться питчить их. Питчить, то есть доходить до их мозгов со своей идеей. И делать это нужно не в формате «давайте подружимся, давайте поговорим, давайте пообщаемся». Это потом, может быть, придет. Может быть, вы их заинтересуете потом, если их заинтересует то, что вы говорите. Но не наоборот. Не считайте, что ваша личность, ваша персона сама по себе им интересна. У них масса контактов и масса интересов. Дайте им четко сформулированную. Чем четче вы формулируете свою концепцию, чем лаконичнее, чем точнее, тем больше к вам доверия. Тем быстрее они понимают, что вы не шизофреник, что у вас мысли не плавают во все стороны, а что вы умеете сфокусироваться, выделить главное, и на этом главном держать внимание. Тогда окей, имеет смысл с вами поговорить, погулять, встретиться, выпить по чашечке чая и что-нибудь обсудить. Если вы адекватный человек, если вы человек, который дружит с логикой, который умеет формулировать свои мысли. Видимо, у вас не получилось сформулировать, раз я не захотел с вами встречаться. Дальше. Так, про кризис после ИИ мы уже обсуждали много раз. Дальше. Есть ли смысл смотреть курсы, где делают проекты, если сам не могу написать проект самостоятельно без помощи? Я даже не знаю, что это за курсы, где делают проекты, но смысл смотреть курсы. Я уже говорил как-то, что я не верю в образование, когда нет задачи. Вы должны образование подтягивать под задачу. Вам нужно сделать стул, на котором вы будете сидеть. Окей, открывайте учебник по столярному делу и смотрите, как делаются стулья. Но если вам не нужен стул, то не нужно открывать учебник по столярному делу. Его скучно будет читать. Какие-то пилы, какие-то рубанки, какие-то молотки. Это делается так. Вы уснете на второй странице, потому что вас это не касается. Сначала стул, потом учебник. Также и здесь. Вы спрашиваете, есть ли смысл смотреть курсы? Есть ли смысл читать учебник по столярному делу? Вот скажите мне. Вот вам вопрос встречный. Есть смысл? Вы меня спросите, а стул нужен? Стол хотите сделать? Я вам говорю, нет, просто вот вопрос просто так абстрактный. Есть смысл читать учебник? Вы скажете, нет смысла. Зачем их читать? Также и здесь. Зачем вам курсы? Как делают проекты? Какие проекты? У вас есть проект, у вас есть задача, у вас есть проблема, которую вы не можете решить. От нее танцуйте. Не учитесь просто так. Не занимайтесь самообразованием ради самообразования. Не превращайте себя в Википедию. Тем более сейчас. Это не нужно. Любой самый дешевый дипсик в телефоне знает больше, чем любой из нас. Знания абсолютно обесценились сейчас, во время искусственного интеллекта. И особенно в это время просто так заниматься самообучением бессмысленно и скучно. Дальше. Так, спрашивают, что будет после квантовых вычислений. Ну, тут даже думать нечего. Биоинформатика. Биология. Стыковка биологии с информатикой. Мы будем создавать монстров, мы будем создавать искусственных животных, искусственных людей, не дай бог, но и людей тоже в перспективе. Мы будем делать машины, которые живые. Мы будем делать живые организмы, которые думают. И это интересно, это может быть опасно, но за этим будущее. Дожить бы до этого, посмотреть, как это выглядит, а не только Пелевина и Сорокина читать. Посмотреть бы вживую. Дальше.
Не понимаю вашу позицию, пишет мне user SJ4OK8EP4M. Иногда вы говорите про то, что для вас труд – это благо, но иногда вы советуете ничего не делать на работе. Да, труд – это благо, если это созидательный труд, который нужен и вам, и тем, для кого вы трудитесь. Но труд в тюрьме – это малоприятный труд. И, конечно, всем бы советовал им не заниматься, а саботировать. Если вас посадили в тюрьму и заставляют работать и, не знаю, копать ямы, то саботируйте, ломайте лопату, теряйте инструмент. Ну, делайте все, чтобы не заниматься рабским трудом. Что хорошего в выкапывании траншей ежедневной за пайку и за баланду? То же самое, работа за баланду – это ваше программирование на какую-нибудь беттинг-контору, например, или на банк. Вы просто работаете как зэки за баланду. То же самое. И, конечно, этот труд, ну, какой он может приносить пользу, вернее, какой он может быть вам приносить удовольствие в жизни. Если вы работаете на буржуя за копейки. Такой труд мы не приемлем. А если вы трудитесь на благо общества, если вы видите, как то, что вы создаете, действительно приносит пользу многим людям, и при этом вы получаете честную обратную связь, пускай даже, может быть, не денежную. Пускай вам просто лайки ставят за ваш проект. Пускай вам пишут письма и говорят: слушай, такая у тебя библиотека для компрессии данных. Мы ее используем, нам очень нравится. Спасибо тебе, дорогой товарищ. Супер. Берите деньги у буржуя, который вам платит за рытье траншей, и тратьте свое время на создание того, что, как вам кажется, является правильным и ценным продуктом для общества. Дальше. Какую архитектуру должно иметь приложение наподобие Wildberries? Я думаю, что это должно быть что-то на базе большой шины сообщений. Я бы так строил. Построил бы шину обмена сообщениями между роботами и создал бы много роботов автономных, каждый из которых выполняет свою функцию. Допустим, робот, который умеет чистить корзину пользователя. Робот, который умеет классифицировать товары. Робот, который умеет выставлять приоритеты по предложениям для пользователя. Робот, который умеет платежи проводить. Робот, который умеет отклонять платежи. И сделал бы некий свой язык общения между ними, такой DSL, по которому бы они разговаривали на общей шине сообщений. У меня есть доклад на эту тему, несколько докладов, которым уже, по-моему, лет 10. Можете посмотреть. Я там рассказывал, что на YouTube рассказывал, что вижу будущее крупных систем айтишных именно за архитектурой чат-ботовой. То есть каждый микросервис, каждая функция в общей системе должна быть чат-ботом. Она должна заходить в общий чат и там разговаривать с другими ботами. На своем языке, по своим правилам, в соответствии со своими регуляциями и протоколами. Тогда это будет очень легко и удобно мониторить работу такой системы. Вы будете как человек заходить в общий чат и видеть общую болтовню роботов. Как они между собой разговаривают. Один будет говорить: я удалил корзину пользователя номер такой-то. Второй будет говорить: я только что провел платеж на 530 рублей от такого-то пользователя. Третий будет подхватывать платеж и говорить: ну-ка я проверю, а не мошенничество ли это, не мошеннический ли это платеж. Через пару секунд он отвечает: я проверил, нормальный платеж. Третий подхватывает это сообщение и говорит: раз нормальный, значит мы сейчас e-mail отправим пользователю. И так они разговаривают. Вы всегда можете отфильтровать сообщения только этого пользователя, только этого чат-бота, потом только этого чат-бота, потом эти пары, допустим, собрать. Покажи мне сообщения только от этих 5 чат-ботов, как они между собой разговаривают. У вас получится система максимально decoupled и в то же время тесно интегрированная.
И, конечно, каждый бот отдельно можно тестировать, у него свой жизненный цикл, у него свои сервера, и при этом у него при этом вся система не зависит от стабильности какого-то одного чат-бота. То есть никакой из них не обращается к другому с запросом. Никакой сервис, микросервис не может отправить напрямую, сделать HTTP запрос или какой угодно другой запрос и спросить у другого, что бы то ни было. Это хорошо. Все асинхронно получается. Да, это будет добавлять какие-то небольшие задержки, там, миллисекундные, секундные, пускай даже минутные задержки. Но для системы типа Wildberries секундные задержки при таких интерботовых коммуникациях большой роли не играют. Так бы делал. Дальше. Как думаешь, насколько язык программирования влияет на популярность open-source проекта? Например, если бы Xerocracy была на Java Go, вызвало ли это больше активности и популярности? Ну, влияет. В определенном смысле влияет, конечно. Есть более популярные языки и менее популярные. Так что вы, когда выбираете язык программирования, вы смотрите на то, что популярно. И старайтесь, конечно, выбирать то, что в трендах, то, что в топах. Они все примерно... на всех сейчас языках примерно можно сделать все окей. Даже на PHP. Вы можете, разбираясь хорошо в PHP, вы сделаете систему, которая чуть ли не такая же будет по качествам, как и система на Java или на Rust. Я, может быть, преувеличиваю, тут Rust и PHP не сравнить, но для большинства проектов вас устроит практически любой современный язык программирования. Дальше. Как относитесь к разработке продуктов, близких к аппаратным доменам? Возможно ли такая разработка без поддержки компаний, только на энтузиазме? Вы, наверное, про open source продуктов, которые еще к аппаратным. Да, вам нужна, конечно, поддержка. Но железо это куда более дорогая история, чем софт. Так что, конечно, нужна поддержка, инвесторы нужны, компании. Так, пришел в новую команду, а тут техлид на одном месте уже 15 лет. Предметную область знает, но технически у него узкий кругозор. Навязывает свои решения. Стоит ли спорить? Как не деградировать? Да нет, спорить не стоит. С начальством лучше не спорить. Вы не выиграете. Вы, может быть, убедите начальство, но вы потеряете свою позицию. Вам перестанут доверять, с вами перестанут консультироваться, на вас перестанут делать ставку. Начальство будет вас сторониться в итоге. Вы-то добьетесь своего, да, в короткой баталии вы даже можете и поругаться, и накричать на своего начальника. Сейчас за это ничего не будет, и никто вас не уволит за это. Но вы потеряете позиции. Лучше, 100 раз вам говорил, саботировать. Тихо соглашаться, а в это время заниматься своим. Это самая надежная позиция. С начальством всегда соглашайтесь. Согласны? Да, я все сделаю, все так и есть. А сами делайте свое. Это почти во всех ситуациях сойдет вам с рук. Почти. Будут какие-то исключительные ситуации, когда вы сами их почувствуете, когда вот здесь лучше не саботировать. Здесь начальник очень уж строго настаивает, ему очень важно, чтобы именно на этой неделе что-то случилось. Окей, хорошо, мы сделаем, напряжетесь вы. Это будет раз в год такая ситуация. В остальных ситуациях начальнику не принципиально, как вы на самом деле о нем думаете и что вы на самом деле делаете. В большинстве случаев начальнику важно, чтобы вы были лояльны. Ваша лояльность – это ваше первое качество, самое главное. Потом все остальное, потом ваши навыки C++, Java и так далее. Лояльность. Лояльность его идеи, его концепции, его мировоззрения, лояльность его техническим взглядам. Он сам их потом поменяет. Если вы будете саботировать, он поймет, что вы особо не воодушевлены. Он вам сказал, будем делать на спринге, например. Вы ему сказали, да, хорошо, на спринге, и пошли. Вы не спорите, не сопротивляетесь. Но он понял, почувствовал, что вы как-то пошли, но неделя прошла, и вы что-то на спринге ничего не сделали. А сделали что-то другое. Там он спросил, что, а вы ему сказали, да, что-то пока разбираюсь со спрингом. Все, он поймет, что вы без энтузиазма к этому всему. И он мягко
Вы таким образом мягко его убедили. Своим молчанием, своим безразличием. Это не только с начальником так. Вы можете и с друзьями, и с партнерами тоже так себя вести. Это более надежный способ поставить их на место, условно говоря, чем путь открытого противостояния, открытой борьбы. Открытая борьба, она, конечно, честнее, она правильнее, она откровеннее, она естественнее. Так нужно делать. Но только в том обществе, которое ценит открытое противостояние, которое ценит конфликты. Таких обществ мало, таких коллективов практически нет. Тот начальник, который начальник, сидит там 15 лет, потому что он в первую очередь умеет точно так же себя вести со своим начальником. Он умеет приживаться, он умеет выживать, а не жить. Понимаете? И вы попали в такой коллектив. И такие коллективы практически все. Очень мало коллективов, в которых прямое, открытое противостояние мнений. Такие коллективы, надо держаться за них и радоваться, что вы туда попали. Где можно сказать прямо и получить прямой ответ. И после прямых дискуссий в итоге добиться истины. И начальник не будет на вас точить зуб за то, что вы с ним спорите. Ну, найдите такого начальника. Думаете, их много? Это редкие, супер редкие кейсы. И в IT их мало. Так, ну давайте еще один вопрос и закончим. Согласны ли вы с утверждением, это тот же юзер SJ4OK спрашивает, согласны ли вы с утверждением, что каждый человек по умолчанию хочет хорошо делать свою работу? Нет, категорически не согласен. Каждый человек – это продукт общества. Человеки рождаются пустыми, ну, во многом пустыми. У них есть определенные черты характера, у них определенные такие паттерны поведения заложены. Может быть, некая сила воли, может быть, некое упрямство. Это то, что в человеке рождается. Но дальше человек – результат воспитания, как большая языковая модель. Мы можем сказать, что любая LLM-ка до обучения знает то-то, то-то, знает математику. Ну нет, ничего она не знает. Она пустая. Ее нужно обучить. Ее тренируют многие недели или месяцы. В итоге она начинает что-то знать. С ней можно разговаривать. Так и человек. На что вы его натренируете, то он и будет любить. Если он вырос в обществе, в котором не ценится труд, в котором ценятся деньги, еще раз повторяю, не труд, а деньги – это разные вещи. То есть сейчас мы живем в обществе, в котором первой главной ценностью являются деньги. Вы не спрашиваете у человека, где он их взял. Вы не спрашиваете у того, кто строит загородный коттедж или едет на Мерседесе, где ты взял деньги. Вы просто видите, что они у него есть. И вы готовы на него работать за эти деньги. Вас завтра вызовут на собеседование и скажут: вот у нас проект, стартап, у нас та-та-та-та, сервера, команда, криптоаналитика, бла-бла-бла-бла. Вы все это послушаете. Кто из вас задаст им вопрос: а вы деньги где взяли? Да никто. Вас кормят, вы едите. Все. Вам дают деньги, вам этого достаточно. Вы считаете, что деньги сами по себе объективно являются ценностью. Вот в таком мы обществе находимся. И, конечно, в таком обществе каждый человек по умолчанию не хочет хорошо делать свою работу. Он по умолчанию хочет, как недавно сказал Василишин, мы горы свернем, чтобы ничего не делать. Вот это формула современного человека. Он хочет горы свернуть, чтобы потом ничего не делать. Это главная мечта любого современного гражданина демократического общества. Это редкий человек хочет хорошо делать свою работу. Остальные все на отвали хотят делать. Но можно человека переделать. Его можно переобучить. Но это займет время, это займет годы, это займет долго. Это долгий труд. Можно это сделать. Можно взять человека и поместить его в другую среду. В среду, в которой ценятся не деньги в чистом виде, а деньги, полученные в результате труда. Когда мы знаем, что этот человек богатый, потому что он очень много сделал. А этот человек победнее, потому что он пока сделал мало.
Вот в таком нужно жить обществе. И такая же должна быть команда у вас. Вы должны знать, кто сколько получает денег и почему, у кого какая зарплата, почему. Потому что этот получает 300 тысяч рублей в месяц. Почему? Ну, потому что он вот это сделал, это сделал, это сделал, еще отвечает за это и это. А этот получает 150. Почему? Ну, потому что он меньше отвечает, меньше делает, от него меньше пользы. Тогда это будет общество, в котором действительно человек, который 150 получает, захочет работать так, как тот, который 300, потому что он понимает, чем он отличается. Он понимает, что там 300 за другой труд. Вот на этой торжественной ноте мы и закончим. Спасибо вам большое. Надеюсь, я что-то полезное вам сказал за сегодня. Не успели посмотреть комментарии на ВК, а их там совсем мало. Ну, были, но мало. Все, благодарю. Попробуем закончить сегодня стрим без трагической 2-минутной паузы в конце. Посмотрим, получится ли